Наверное, у каждого садовода есть любимые растения, которые не только радуют своей красотой, но и редкой неприхотливостью. Именно о таких культурах и пойдет сегодня речь. Одной из самых эффектно цветущих фавориток весеннего сада является спирея серая. В моем саду растет спирея сорта Грейпшейм. Несколько лет назад в одном из городских парков я увидела ее роскошное цветение и влюбилась в этот кустарник с первого взгляда. Конечно же, я не могла себе отказать в приобретении такого растения и заказала саженец в садовом интернет-магазине. Спирея пришла почтой в маленьком горшочке объемом P9. Тогда мне казалось, что должно пройти несколько лет, чтобы на моем кустике появились первые соцветия. Однако это растение меня удивило и очень порадовало. Даже такой маленький саженец зацвел уже в тот же год. К тому же, по моим наблюдениям, этот кустарник обладает хорошей силой роста. Вот такую роскошную, фонтанообразную крону высотой около метра и шириной в 1,5 метра куст нарастил за 5 лет. И чем он старше, тем роскошнее его цветение. Со стороны спирея Грейпшейм напоминает снежную лавину или водопад из белых ароматных цветов. Данный сорт отличается тем, что его многочисленные цветочки расположены очень густо и покрывают дугообразные ветви почти по всей длине. Кустарник совершенно неприхотливый, растет практически без ухода. Наверное, это одно из немногих растений, которые я не удобряю и не поливаю. Обрезку я тоже не провожу, хотя спиреи переносят ее великолепно. Но у данного сорта вся красота как раз в его раскидистой, фонтанообразной кроне и длинных, изящных побегах, которые стричь или как-то специально формировать нежелательно. Из существенных преимуществ спирея серая обладает высокой зимостойкостью и засухоустойчивостью. Ее также не атакуют вредители и болезни. По крайней мере, за все время выращивания этой спиреи я не наблюдала никаких поражений. И это при том, что растет она у нас на тяжелом суглинке, и никто ее никогда специально не обрабатывает, не подкармливает и даже не поливает. Я считаю, что для малоуходного сада и для занятых садоводов подобные кустарники – прекрасный вариант. Вы можете его выращивать как на полном солнце, так и в полутени. После того, как куст отцветет, он украшает сад своей мелкой удлиненной листвой и эффектными дугообразными побегами. Листья спиреи Грейпшейм осенью приобретают золотистые оттенки. Очень красивое растение, с выращиванием которого справится каждый. Но если вы любитель кустарников с ярко окрашенной кроной, обратите внимание на неприхотливые сорта спиреи японской, Gold Flame, Golden Carpet, Magic Carpet и другие. Это невысокие кустарники с эффектной шарообразной кроной. Окраска их листвы меняется в зависимости от сезона. Из всех японских спирей сорт Golden Carpet, пожалуй, самый низкорослый. Его высота составляет не более 30 сантиметров. Мелкие листья на протяжении всего вегетационного периода имеют яркую золотисто-салатовую окраску. Подобные кустарники очень красиво смотрятся в совместной посадке с темнолистными растениями. У меня они посажены рядом с карликовым барбарисом Богатель, крона которого темно-пурпурного цвета. Сорт Gold Flame вырастает более крупным. Высота и ширина взрослого кустарника может достигать 60-80 см, но их рост легко сдерживать стрижкой. Эти кустарники отлично переносят любую обрезку. Ее можно проводить довольно часто и формировать растения как вам угодно, например, в форме шара. Но стоит учитывать, что при систематической обрезке японские спиреи не порадуют вас своими цветами. Цветет сорт Gold Flame волнообразно, начиная с конца июня и до осени. Четковидные соцветия розового цвета по-своему украшают кустарник. Но и без цветов эти спиреи выглядят не менее декоративно, причем весь сезон. А главное, что они будут расти даже без особого ухода. Это очень неприхотливые к почвам и условиям выращивания растения, которые станут украшением вашего сада с весны до холодов. Листья многих сортов японских спирей
периодически меняют свою яркую окраску. В их цветовой гамме присутствуют всевозможные золотистые, красные, оранжевые и зеленые краски. Еще одно любимое растение в моем саду – это декоративная яблоня. Мне очень нравится, как выглядит ее шаровидная крона на длинном штамбе. Чтобы поддерживать округлую форму, я провожу стрижку несколько раз за сезон. Декоративная яблоня цветет довольно обильно, крупными темно-розовыми цветами. Цветение происходит в апреле-мае. У некоторых сортов листья эффектной пурпурной окраски. По окончанию цветения на ветках завязываются многочисленные красные плоды, которые напоминают игрушечные шарики. Интересно, что мелкоплодные яблони в народе называют одним общим названием райские. Своим привлекательным видом миниатюрные яблочки украшают сад вплоть до зимы и даже дольше. Их вполне можно употреблять в пищу. Удивительно, но в райских яблоньках намного больше процент содержания биологически активных веществ, нежели в крупноплодных сортах. Правда, в свежем виде они не такие сочные и даже терпковатые, хотя вкус еще зависит от сорта. В основном из цельных плодов готовят компоты, варенье и прочие десерты. На ветке также часто слетаются мелкие птицы, которые не прочь в холодный сезон полакомиться урожаем. Для украшения своей территории можно подобрать разные сорта по высоте и окраске листвы. В основном это очень неприхотливые, невысокие, с компактной кроной деревья, которые отлично подходят для небольших садов и декорирования зон отдыха. Если вы мечтаете о растении с необычной формой ветвей и поникающей кроной, обратите внимание на иву извилистую или иву мацудана. Это растение привлекает своими спиралевидными плакучими побегами и декоративной удлиненной листвой. Дерево обладает активным ростом. Благодаря мощной корневой системе ива способна добывать себе влагу самостоятельно, очень неприхотливая и засухоустойчивая. Не поражается болезнями и вредителями. По крайней мере, за много лет я этого не замечала. Единственной серьезной проблемой для растения могут быть суровые морозы. Бывает, что концы тонких, невызревших побегов после морозной зимы чернеют и отмирают. Эту проблему я решаю обрезкой. Иву также можно формировать как вам угодно. Она выдержит даже самую кардинальную стрижку. К тому же она очень легко размножается. Для этого срежьте молодой побег и поставьте его в воду. Со временем он даст корни, и вы сможете его пересадить на доращивание или на постоянное место. Мне очень нравится эффектная крона плакучей ивы, а еще то, как ее спиралевидные ветви с удлиненными кучерявыми листьями романтично покачиваются на ветру, создавая в саду определенную динамику. Еще пару растений, которые украшают мой сад круглый год, это самшиты и бересклеты форчуна. Эти кустарники красиво выглядят даже зимой. Есть также сорта с эффектной золотистой и варигатной листвой. Растения засухоустойчивые и жаростойкие, отлично поддаются стрижке. Из самшита можно создать любой по высоте плотный бордюр. Если вам нужны недорогие саженцы, можете написать мне в комментариях. У меня есть много укорененных самшитов и бересклетов форчуна. Для создания плотного низкого бордюра кустики лучше высаживать на расстоянии 10-15 см друг от друга. Для удерживания кроны на определенном уровне растения стригут не менее 2 раз за теплый сезон. После стрижки кустики желательно хорошо пролить и подкормить. Еще стоит проводить профилактическую обработку от вредителя самшитовой огневки. Зато к бересклету это не относится. Мне кажется, что это вечно зеленое растение вообще ничто не беспокоит. Ни болезни, ни жара, ни вредители. Самый крупный куст бересклета растет у нас в виде объемной, вечно зеленой подушки, которую я лишь изредка формирую, проводя легкую стрижку. Хочу добавить, что кроме своей неприхотливости, самшиты и бересклеты форчуна очень хорошо размножаются обычным методом черенкования. Если вам нужны саженцы по доступной цене, напишите мне в комментариях. А еще делитесь своими советами и вариантами других неприхотливых растений для создания малоуходного сада. Не забывайте подписываться на наш канал и
нажимать на колокольчик, чтобы всегда быть в курсе и не пропускать выход новых роликов. А если это видео было вам интересным, не забудьте, пожалуйста, поддержать нас своим лайком. И до новых встреч на канале Добрый сад.